Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы, мои дорогие, и рыбки, здравствуйте. Таро прогноз гороскоп на неделю с 18 по 24 сентября. Давайте узнаем, что нам скажут карты. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз мы не можем на 100% рассчитывать, что он проиграется. Это всего лишь карты. Они не расскажут о личной истории каждого из нас. Ну и для принятия важных решений, наверное, есть еще и другие варианты обдумать. Но я так надеюсь, что вы очень интуитивные люди. Какой-то инсайт определенно получите. Или мы с вами проведем приятное время. Вот давайте узнаем, что важно знать. Я уже подготовила колоду заранее. И первая карта. Чем, может быть, вы будете эту неделю с 18 по 24 заниматься? Или что наиболее активно проиграется? Чего не избежать или неожиданности, по мнению карт? С чем мы можем столкнуться? Чему сейчас не время или что нам может помешать? Давайте узнаем, что же тогда помогать будет. Или что нас порадует. Что скрыто? Давайте такую карту достанем. А также дело, работа, бизнес. Посмотрим энергии. Что у нас по финансам в целом на неделе, как видят карты. Что в личной жизни, мои дорогие рыбы и рыбки, давайте узнаем. И совет от карт, такую карту тоже достанем, суммируем, подытожим все предыдущие. Итак, что важно знать для вас? Перемены, хотим мы или нет, но какие-то перемены мы отменить не сможем в том формате или в ином. И вообще карта нам сразу говорит, ведь эта карта по сути успеха и удачи где-то, когда нам помогает само пространство. И отпускай все то, что было прежде. И встречай все то, что приходит на твой порог. От чего-то мы определенно в плане нового или каких-то новых перемен не должны отказаться. Если мы пытаемся удерживать какую-то прежнюю историю или какой-то прежний ход событий, но вряд ли мы тут добьемся какого-то плюса для себя. Наоборот, не удерживай то, что уходит от тебя, не цепляйся за него. Вот есть такой подсмысл по этой карте. И тогда в дальнейшем тебя Вселенная, высшие силы, судьба, назовите как угодно, будет поддерживать как и твои начинания, так и возможности. По этой карте может быть и поездка, или переезд человека к вам, или ваш переезд к кому-то. Тут ведь все зависит от того, что у вас стоит в планах. Но перемещение определенно по этой карте есть. Есть драйв, мои дорогие рыбы и рыбки, когда, в принципе, больше настроения, больше удовольствия от этой, где-то, может быть, от этих перемен, от этого драйва жизненного. Нет болота, нет застоя, самое главное, наверное. Но определенно скучать будет некогда, что-то вы тут можете как будто изменить, да, были одни планы куда-то отправиться, может быть, в одни сроки, тут вы можете резко что-то поменять, может быть, обстановка, все-таки старший аркан иногда проигрывается, допустим, мы не планировали скорую какую-то поездку, а обстоятельства вокруг нас складываются так, что подталкивают к какому-то решению, и вот тут этот момент тоже будет проигрываться. Неожиданности. Вы знаете, как привести мысли в порядок, нам говорят. Для кого-то это может быть как неожиданность. Я никуда не хочу ехать. Я не хочу ничего менять. Я хочу вот все оставить так, как есть. Это карта паузы. Какая-то пауза может наступить либо у вас, либо в каких-то, может быть, тех вопросах, когда, кстати, кто-то из вас планировал поездку, переезд, и, может быть, сама поездка у вас отложится, как будто, или перенесена будет дата на пару дней. Или, может быть, с чем-то это еще связано, как с вашим самочувствием. Иногда по этой карте проходит то значение, когда, ну, к примеру, мы слишком устали и чувствуем себя словно обесточенные. Тогда иногда из-за усталости нас словно вот это недомогание может уложить в постель. Или заставить, ну, где-то так взять ту самую паузу или побыть словно, ну, в каком-то определенном месте, чтобы и телу дать отдых, и мысли, кстати, привести в порядок. Для кого-то из вас может быть такая пауза, это все-таки в неожиданности, она совершенно необходима, чтобы какой-то
заключительный аккорд поставить или в чем-то, как мы говорим, точки над «и» расставить. Но работа мыслей предусматривается. И, кстати, по этой карте мы никому уже ничего не доказываем и ни в какую полемику не вступаем. Мы складываем оружие. Значит, будет как будто не время какую-то свою теорию продавливать или пытаться кого-то вразумить, например, вполне вероятно, или доказать, что ваша какая-то идея, она правильна. Здесь, скорее всего, то, что видите вы, не видит никто, поэтому нет никакого смысла пытаться быть понятым, даже, мои дорогие. Тут как могут вас обстоятельства, словно вихрь, закрутить, закружить, да, и заставить куда-то отправиться, точно так же они где-то могут и обстоятельства воздействовать на вас, когда придется на день, другой, третий, у каждого по-своему взять паузу и окончательно что-то решить, обдумать. А может быть, это вы где-то в сомнениях были по какому-то вашему проекту, и вам было где-то больно отпускать прошлое. И тоже может быть вот такая пауза. Ну, вот у каждого будет по-своему. Все то, что я сказала, переложите на свою ситуацию, как это будет проигрываться для вас. Давайте мы посмотрим, чему сейчас не время или что нам может помешать. Тут, правда, могут помешать какой-то поездке, обстоятельства непреодолимой силы. И вообще эта карта башня, с одной стороны, это ведь прообраз тюрьмы или те ограничения, которые нас долгое время сдерживали. Хотя есть и другой момент, те действительно обстоятельства непреодолимой силой, и по ним мы как будто успеваем запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Пусть это значение в колоде 78 дверей, но так, если в целом все разные колоды суммируем, да, для кого-то эта информация может быть тоже ведь полезна. Каждый из нас в какой-то своей обстановке находится. Поэтому как будто мы успеем, может быть, принять в последний момент какое-то решение или решиться на что-то. Но и собой не рискуем. Чему сейчас не время? Не время разрушать, я бы сказала, для большинства. То, что вы уже прежде начали делать, от чего-то отказываться. Резкие какие-то вообще телодвижения противопоказаны. Мы не должны что-то нарушить, как, знаете, ход небесных фишек. Или что-то переиграть, или искусственно пытаться удержать. Или идти, словно, знаете, вопреки ходу событий. Может быть, тех событий, куда вас словно судьба вела. А тут нам захочется, может такое проиграться, как-то настоять на своем. А нам говорят, нет, вот прими как данность какую-то реальность. И, кстати, если вы действительно сталкиваетесь с такими подобными обстоятельствами непреодолимой силы, то не делать больше одного шага за раз и собой не рисковать, мои дорогие. Потому что карта башни, как ни крути, это какие-то разрушительные могут быть перемены, которых вы находитесь просто, может быть, вокруг вас обстановка такова, когда что-то резко меняется, все шло тихо, спокойно, гладко, и вдруг приходит какая-то, может быть, новость, когда придется быстро собраться и отправиться, или какой-то свой план словно изменить. И такое для кого-то из вас тоже может быть. Но мы говорим, чему сейчас не время. План мы изменяем только в том случае, если именно обстановка нас вынуждает к чему-то, словно ускоряя какие-то события. Но, повторюсь, когда мы сами словно что-то предыдущее, может быть, наработанное, или с чем мы уже согласились, или то, что мы уже себе наметили, и мы тут кардинально что-то вот разворачиваем словно на 180 градусов, вот этому сейчас не время. А что нам будет помогать? Когда мы верим в собственные силы, когда мы вооружились, буквально взяли какую-то денежку, вот, наверное, как эта принцесса Пентаклей, и подняли, как принцесса, пучок колосьев, это символика нашего опыта или экспертности, или минимального, пусть даже для кого-то опыта. Мы отправляемся в путь, или имеется в виду как путь жизненный, или какая-то тема в вашей жизни, которую мы просто осуществляем. Но мы еще на каком-то начальном этапе, дорогу осилит идущий, и как будто то дело, которым вы занимались, или
занимались недавно, может быть, или каким-то образом тут обновление момента есть. Все-таки это у нас принцесса, это какой-то путь нам еще придется пройти до становления полного. Так вот, надо просто продолжать. Карта и говорит, продолжай. Или у тебя не хватит терпения, или ты победишь. Вот одно из двух. То есть тут не может быть не победы. Тут может быть только тот момент, когда мы сами от чего-то отказываемся и словно, ну не побоюсь, разрушить можем что-то для себя очень важное, о чем впоследствии можем пожалеть. Для кого-то, почему я так говорю, для кого-то карта башня может проиграться именно как ваше решение, когда хочется все перевернуть в другую сторону. Ведь это чему сейчас не время, и стало быть, эта карта будет больше говорить о том, что это вы, может быть, хотите как-то вот, ну, совсем изменить в последний момент, словно засомневавшись, или что-то захотеть вернуть из прошлого, или разрушить словно, или какое-то действие вы произведете, которое вам не будет в пользу, понимаете? Тут надо быть вот как по четверке мечей, пройти где-то вот по тому узкому коридору, который вам открывает судьба. Что скрыто? Вот удивительно, да? Насколько у вас может быть сейчас состояние души или какого-то смятения на душе, и вы не видите собственного солнца. Может быть, обстановка вокруг вас действительно такая темноватая, противоречивая, или много каких-то «может быть» и «если», условностей, иными словами, которые затмевают какую-то общую картину, и вам не дает возможность определиться и просто себя не мучить какими-то сомнениями, мои дорогие рыбы и рыбки, а просто принять, вот как прям принцесса Пентаклей. Я иду вперед, все, точка. И вот оно, мое солнце. По какому-то проекту определенно, посмотрите, насколько согласуется карта Колесница, принцесса Пентаклей и Солнце. Успех в каком-то деле, когда любой проект можно развить до такой степени, когда это будет ваше дело, когда будет и доход, когда будет и счастье, когда иное качество жизни. А в неожиданностях и чему сейчас не время, словно разрушать то, что уже было построено, намечено. Может быть так. Но это больше касается, не удерживаем именно мы как будто прошлое, да, если мы говорим, а разрушать я больше вижу в момент какого-то нового проекта или ваших новых задумок. Не случайно, поэтому нам и карта-то говорит, не разрушай, я складываю оружие, да, ну вы как бы, да, так иносказательно, что не нужно никаких действий, то, что ты наметил, нужно просто продолжить какой-то путь. Давайте дела, работа, бизнес. Есть у вас, это может карта означать как раз человека, который вас поддерживает. Для кого-то это ваша мама, для кого-то это вы сами, мои дорогие рыбы и рыбки, но вы тоже не видите своих возможностей. Это карта власти, но иногда проигрывается как... Может быть, для кого-то это ваша женщина любимая, или кто-то, чье мнение для вас важно. Это есть карта власти, и значит, как будто кто-то придет на помощь. С другой стороны, карта нам еще и говорит о том, что у вас все получится. Причем при умелом взаимодействии с миром, с людьми, а вы люди очень лояльны, вы умеете договориться правильно, какую-то либо свою ситуацию решить, либо какой-то свой проект продвинуть, и либо, если мы отправляемся, или вам это предстоит, пройти какие-то инстанции. Тут мы тоже все решим, ведь это карта власти, повторяюсь, но власти доброй. Умение договариваться, умение обходить острые углы. Вот у вас это все как раз есть. И нет у вас, посмотрите, мои дорогие, какие у вас шикарные выпадают старшие арканы. Карта успеха, удачи, карта солнца, карта императрицы. Когда тут и исполнение желаний, и, я сказала, новое качество жизни, и, главное, все под контролем будет. Вот, а вы как будто можете вот в последний момент раз такой реверанс или как-то что-то тут переиграть. Ну, может быть, не все, но кто-то может. По карте, вот посмотрите, еще колесо фортуны. Что-то у вас такое на повестке дня стоит, настолько важное, которое важно именно для вас, для вашей личности, мои дорогие. Но тут и пространство, надо сказать вам, ведь тоже помогает.
Даже если мы от чего-то откажемся, или какой-то мы проект словно переиграем на 180 градусов, или мы как-то вот развернемся, судьба словно нас не оставит в покое. Все равно какие-то перемены будут, и кто знает, отказавшись от чего-то, мы потом тоже можем столкнуться с обстоятельствами непреодолимой силы. Может быть, у кого-то проиграется все-таки это у нас на финансы. Есть какая-то ситуация, когда мы держать должны финансы под контролем. Быстро откликаться. Может быть, где-то просчитать, не тратить финансы, да, наперед. Или это будет какой-то проект, у вас есть такая возможность на последующий период, ну, какой-то свой финансовый успех тоже заложить или укрепить. Все же в этой колоде колесо фортуны выпадает как карта шанса. Но это также то, что мы не можем отложить на потом. Или не думать, что, ну, возможности ко мне приходят всегда. Есть сейчас я не хочу, или сейчас я передумала, или я сейчас решил заниматься чем-то другим, а вот потом я попробую еще раз, а потом это не настанет. Вот что-то такое, знаете, остромоментное на неделе может стоять на повестке дня. И где-то это может быть с финансами тоже связано. Кто знает, может быть, в последующем не будет какой-то возможности, если мы от чего-то откажемся. Потому что по карте колеса фортуны мы как будто должны с чем-то провзаимодействовать. Чего-то не упустить, мои дорогие. И это ведь сама по себе возможность какого-то, если выпадает на финансы, последующего финансового успеха. А рядом еще карта императрицы. Личная жизнь, тройка мечей. Был какой-то опыт, который со знаком минус. Настроение, правда, у вас может быть так себе. Не очень. Может быть, из-за настроения есть какая-то хандра. И опять же, вторично где-то настроение, которое, словно прошлое, мы должны уже бы как бы, ну, проводить. Или какая-то прежняя ситуация, которая нас больно ранила, она нас, по идее, сейчас не ранит. Но она может о себе напоминать и нас словно в тисках каких-то удерживать. Хотя нет никаких новостей, ничего нового, словно, может быть, это с человеком связано, который возвращается нам из прошлого, может быть, и ситуацию какую-то за собой тянет, вот такое тоже может быть. И нас ведь тут ничего не удивляет, мы чудес тут уже не ждем, но, может быть, вот это напоминание, оно нас так дезорганизует, вот такое может быть тоже. Есть, безусловно, в чем-то сожаление. И важно, понимаете, жизнь наша, она дает какие-то возможности. И если мы себе где-то на глубине вот этой вот карты мрачной, холодной застрянем, ну где же мы увидим карту колесницы, успеха, да, или солнце, императрицы, какую-то фортуну, мы будем видеть только башню. Понимаете? Для вас, видимо, настроение с 18 по 24, вот на эту неделю, мои дорогие рыбы и рыбки, это самое главное может быть препятствием для каких-то ваших решений. Нам не говорят вообще про любовь. Ну, у кого-то ведь и личная ситуация может проиграться. Давайте совет. Вот она, личная ситуация. Знаете, вот есть такая поговорка: те, кто с тобой, то есть не бойся идти вперед. Те, кто с тобой, тебя догонят. Ну, я, может быть, не дословно ее говорю, но это правда. Те, кто с вами, вас догонят. И те, кто с вами, они вас поддержат. Эта карта у нас выпадает искренности или искренних отношений. Значит, есть у вас те люди, которые поддерживают вас, ваш проект при любом развитии ситуации. Или даже в каких-то тяжелых обстоятельствах, когда вот башня, да, непреодолимой силой. То есть у вас есть те, на кого вы можете опереться, кому вы можете доверять. В наше сложное время иметь хоть одного такого помощника. Может быть, где-то эта карта императрицы, вот как я сказала, и проигрывается. Вот один какой-то человек, на которого вы можете положиться. Который, ну, хоть камни с неба, а он все равно вам придет на помощь. В любом состоянии. А для кого-то из вас это та ситуация, когда что-то вокруг вас, правда, меняется. И как раз вот тот человек, которому вы можете доверять, он вам придет на помощь. И вот так тоже для кого-то может быть на этой неделе.
Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, вам отсюда правда, только вперед. Тут даже можно не знать Таро, но в принципе, я думаю, красноречивый такой расклад получился. Будьте счастливы и любимы всегда.